Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Близнецы. Второй расклад. Что по судьбе? Что случится или произойдет событие до конца мая 2025 года? Как меняется ваша реальность? С чем это будет связано? Давайте узнаем. Что же на самом деле скоро войдет на порог вашей жизни? С чем это будет связано? Или какие перемены, которые вам придется учитывать, может быть, это перемены, которые мы слышим, видим, это обстоятельства нашей жизни. Словом, куда вас заведет судьба? И знаки судьбы достанем 3 карты как подсказки. Что вам нужно услышать, что важно знать. И у нас сегодня колода Таро снов, которую прорисовал Чиро Маркетти. Мне очень нравится эта колода. И сон– это наше предчувствие, это наша интуиция. Это то, что мы храним в нашей душе, в нашей ментальности. То, что мы хотели бы осуществить, но, может быть, никому не говорим. Но и правда, счастье и удача любят тишину. Возможно, что-то будет проясняться до конца мая, или вы, мои дорогие близнецы, несколько иначе, в другом ракурсе увидите обстоятельства вашей жизни. Возможно, и придется принимать важные решения. Что-то корректировать. Или среднее арифметическое какое-то искать. Или держать нейтралитет. Давайте узнаем. И первая карта. Что вы, возможно, уже вычеркнули из своей жизни, а оно к вам возвращается. Это может быть как какой-то вопрос, может быть и проблема, может быть и человек конкретный. Что-то еще не до конца, да, доделанное. А вторая карта, она как раз и будет означать, в чем вы поставили точку. А оказалось, нет, пока не точка. Многоточие или запятая, продолжение следует. Третья карта. Что прояснится? Или какая правда откроется, по какой сфере жизни. И как знаки судьбы 3 карты. Первая карта. Первый знак судьбы. И куда заведет судьба. Направление. Второй знак судьбы. Что вам хотят сказать высшие силы? И третья карта. Какие возможности перед вами открываются? Давайте будем узнавать. Ну, тур жезлов, это да, это тут решимость и решение. Какое-то однозначное решение вам придется принимать по тому вопросу, который для вас отнюдь не новый. Может быть, обросло какое-то дело ваше или намерение уже и обстоятельствами, и какой-то информацией. И вы понимаете, а нет, не все так однозначно. Нам не случайно здесь как прообраз хамелеона. Договариваться действительно придется или искать какие-то общие точки сборки. И вот этот жезл, он, обратите внимание, как будто делит нашу жизнь на период до и после. И после там дальше тоже не все так однозначно. На заднем плане у нас вулкан. Но, видимо, в моменте здесь и сейчас есть вопросы, которые требуют решения. И вы будете искать выход. И вполне вероятно, если мы говорим про хамелеон, но какое-то неоднозначное решение вам придется делать. Именно потому, что вы думали уже завершенным или законченным. А здесь вы, может быть, и не знаете, как к какому-то вопросу подступиться. И поэтому вот будете лавировать. По крайней мере, вижу именно так. А возможно, это как информация какая-то к вам приходит. И если мы говорим, вот Таро снов, то, что зародилось в вашей ментальности, вы могли чувствовать, мои дорогие близнецы, что, ну да, вот все к этому шло. Или сами себе скажете, моя интуиция на самом деле работает очень хорошо, даже если прежде вы таким полезным инструментом не пользовались. А здесь обстоятельства вас как будто заставляют доверять себе больше, слышать самого себя и одновременно принимать то, что мы не в силах изменить. Вот правда, есть обстоятельства, которые нужно каким-то образом уравновесить вместе с вашими намерениями. И быть одновременно готовым к неожиданностям, потому что какое-то еще и продолжение будет следовать. В чем вы поставили точку. Какая-то финансовая история может быть. И эта карта, кстати, она может символизировать, это карта вообще финансового успеха, если мы так в целом о колодах. Но, опять же, какая-то ситуация по деньгам не ясна. И есть вроде бы победа. Вот какую-то победу вы точно достигли, мои дорогие. Но я могу сказать, что
не все так однозначно или не все вас устраивает. И вроде бы, может быть, это вы кому-то оказывали помощь, кстати, и здесь вы сами понимаете, что вот эта ситуация к вам возвращается, и вам нужно что-то пересмотреть. По части ваших доходов и расходов что-то нужно изменить, потому что карта тоже говорит, помни, рука дающего завтра может быть рукой просящего. Вот есть такое значение. Деньги вы получаете, это факт. То есть как бы и деньги-то вот и есть. Но нужно подумать, как с этим провзаимодействовать. Или откуда дальше будут ко мне поступать деньги. Или какая сумма. Вот есть все-таки какой-то контекст, который вам нужно либо проговорить с кем-то вполне конкретно, основательно, прояснить. Или самому определиться на последующий период. Вот этот вулкан, откуда будут приходить ко мне деньги. И у нас знак Луны, и это Луна, когда тысячи неопределенностей. И телец, мои дорогие. И очень символично, потому что у нас 6 июня Юпитер входит в знак зодиака Рак. И это прекрасное время, кстати. И я вас одновременно хочу пригласить на свой сайт. Я оставлю ссылку в описании под видео. Статья так и называется «События до конца 2025 года». Две основные энергии. Июнь – это когда Юпитер в Раке, доброе небо. И как и по части личной жизни, как и договориться, какие-то важные принять соглашения, может быть, да. Но для себя более такое отстроить прогнозируемое благополучие. Но первый заход Урана в ваш знак зодиака – это будет уже июль. И вот эти 2 месяца, они будут для нас складывать какую-то палитру жизни на последующий период. Поэтому я уже не останавливаюсь, кому интересно, тот зайдет, прочитает, и есть о чем подумать одним словом. Но вот эта вот Луна, 1000 неопределенностей в знаке зодиака Телец. Иными словами, еще что-то нужно прояснить. Может быть, найти, опять же, какой-то средний фарватер. Или пройти между двумя противоположностями. И этого требует именно решение финансового вопроса. Хотя я для кого-то могу сказать, нам здесь как будто весы, да, уравновесить противоположности вам придется. Об этом мы говорим. Держать баланс придется, договариваться, потому что этого требует именно финансовая сторона вопроса. Те точки, которые вы расставили, еще, видимо, были не совсем однозначны по части финансов. Или заработать деньги по-новому, кстати. По этой карте вы можете принять решение и исследовать словно новое направление в занятости вашей. Или новое какое-то ваше участие, может быть, даже в том деле или занятии, или в каком-то ремесле, которым вы прежде не занимались, а теперь, ну, как вторая статья дохода, или у кого-то пассивный доход. Ну, самые разные направления, но деньги в центре внимания. Ладно, давайте откроем 3-ю карту. Что же у вас тут прояснится? А ведь и правда что-то прояснится, причем так однозначно. Рыцарь мечей – это когда мы ищем правду, истину, и мы ее находим. Вы можете столкнуться, кстати, или как побудительный мотив для того, чтобы вот эта переоценка ценностей какая-то у вас проходит до конца мая. Вы можете узнать просто какую-то информацию. Или это может быть с проявлением конкретной персоны, потому что, ну, как вы тоже какое-то через сообщение узнаете правду. И понимаете, что вот уже точно замечтаться не получается. Меняется какая-то реальность. Может быть, меняются и законы. Иногда по рыцарю мечей это тоже проигрывается. Одним словом, тут нужно вам, возможно, придется куда-то либо поехать, либо отправиться в какие-то инстанции для того, чтобы прояснить окончательно, как оформить какие-то документы, как оформить определенные бумаги. Может быть, еще и, кстати, это связано с тем, что, к примеру, если вы занимаете руководящий пост, мои дорогие близнецы, тут от человека вы можете получить известие, как, ну, к примеру, проверяющий какой-то едет. Вот такое. Пусть это не для всех, но для кого-то это может быть подсказка. Почему пришел этот проверяющий? Или что он будет, например, проверять. Может быть, это уже какой-то запланированный аудит, к примеру, да, ведь и такая тоже может быть ситуация. И тут вы проясните, какие же пункты вам нужно подготовить. Какая-то правда вам идет на пользу так или иначе. Пусть она словно нас ставит где-то, знаете, перед фактом. Тем фактом, который
Ну, может быть, и нелицеприятен, и, может быть, и придется где-то быть хамелеоном, да. Я такое допускаю, но уравновесить, тем не менее, какую-то свою очень важную жизненную составляющую у вас получится. Давайте узнаем знаки судьбы. Куда же вас заведет судьба? Аркан справедливость. Опять же весы. Ну, нужно поступать по закону. И всегда эта карта подразумевает, ну пусть не в этой колоде есть значение такое, как карма, а с другой стороны причина и следствие. То есть то, что ты сделал прежде, к тебе теперь возвращается. И если ты оказал кому-то помощь, то пусть даже руками других людей, к вам тоже, вам кто-то помогает, как помощь высших сил. Это, кстати, старший аркан. Здесь могут сложиться удачно некоторые обстоятельства вашей жизни. Или пусть даже меняются законы, но они каким-то образом вам в плюс могут быть перемены. Хотя внешне эти перемены могут выглядеть так, что они вам совсем не нравятся. Поэтому увидеть для себя вот новые возможности – это как задача номер раз, это как знак судьбы. Куда-то судьба ведет, и тут действительно мы на это не влияем. Быть внимательным ко всему тому, что вы подписываете, мои дорогие. Может быть, и вы хотите завершить какую-то историю по части ваших обязательств, и вы будете искать вот эту возможность, чтобы разобраться с чем-то. 11-й старший аркан, 11, есть, опять же, все равно какое-то взаимодействие. И у нас буква иврита изображена в правом верхнем углу, которая имеет символ дразнить быка, мои дорогие. Вот поэтому я говорила, дразнить быка не надо, да, вот глядя на букву и одновременно на вот этого хамелеона. Ну, раз вот так вот все неоднозначно, значит, нам эта карта и говорит, держи баланс. А буква ламет, дразнить быка, призывает нас быть дипломатами. Но и, опять же, справедливость, не просчитаться с чем-то. Есть какая-то история, которую, ну, как вам приходится не то что заново начать, а вот какое-то продолжение, вы уже думали, что это, ну, что-то завершилось. А вот есть все равно какое-то продолжение, когда вам нужно как поддерживать закон. Или есть какая-то справедливость, которая вас, может быть, отчасти вынуждает еще какие-то действия совершить. И, знаете, тут нам буквально помогает взаимодействие. Карта дает совет: не будь осуждающим, не выноси вердиктов. Здесь, знаете как, не суди, да не судим будешь, потому что истина, она где-то рядом. Не все однозначно. Вторая подсказка знака или как знак судьбы, что вам как раз и хотят передать высшие силы. Вы знаете, тут, если начнем выносить вердикты, сами себя словно, ну, обособим от определенной, к примеру, группы людей или от конкретного человека, или увеличим дистанцию конфликта. Пятерка монет у нас всегда либо недостаток в общении, недостаток взаимопонимания, ну и одновременно недостаток в деньгах. Поэтому нам тут помогает взаимодействие. Опять же, вот, видимо, Луна в Тельце, а здесь нам все-таки говорят о том, что Меркурий, мои дорогие близнецы, в Тельце, не все так однозначно. И, может быть, примирить противоположности вам придется, потому что это для вас будет какой-то или наиболее удачный фарватер, или, может быть, конкретная какая-то сфера деятельности, которую точно нужно продолжать, или как вторичный доход, уже если мы переходим к практике, или к материализму, к деньгам конкретно. Вот я здесь вижу, здесь нет чего-то однозначно плохого или хорошего. И есть только то, как мы воспринимаем. И здесь нет каких-то белых и черных тонов. Здесь все в полутонах. И договариваться придется. Какая-то вот история, но она, правда, она тут не завершается, я не вижу. И, кстати, ни одной карты о завершении. Может быть, потом что-то завершится, но наш период, на который мы смотрим, он лишь до конца мая, поэтому, правда, тут что-то будет продолжаться. Окей. Давайте третья карта, знак судьбы. Какие же возможности перед вами открываются? Вот как раз это и открывает эти самые возможности. Колесо фортуны. Конечно, карта будет говорить, ты тут все-таки надейся на высшие силы, но сам не плашай. Не жди удобного случая в этой колоде карт, да.
Фортуна сейчас на твоей стороне, но она ждет твоих каких-то действий. Потому что вот это колесо или ваши действия, они должны быть, знаете, как сложены в красивый узор с внешними обстоятельствами. И вот это колесо фортуны, оно должно пойти сейчас наверх. Если ты пробездействуешь, то ты упустишь возможность, и ведь это карта цикличности, потом неизбежно будет какой-то спад. Ты попросту должен не упустить время. Тут вам время играет, ну, может быть, и по этой карте это те события, которые не длятся медленно. Это карта скорости еще одновременно. И стало быть, вам придется быстро анализировать, но в этом у вас проблемы нет. И где-то туз жезлов это об этом тоже говорит. Может быть, это как вас, ну, вот есть такое выражение, осенило меня, да? Или когда я понял, как же мне теперь действовать, да? И не случайно карта Сатурн. Это должно согласовываться с законом, мои дорогие. Но есть еще и такое значение, как будто мы ждем, когда нам судьба покажет, продемонстрирует что-то, или надеемся на судьбу. А здесь нет, повторюсь, тут нужно действовать самому. Фортуна на вашей стороне, но и одновременно ждет, когда вы примете какое-то важное решение. Вот, наверное, первая карта. Но двойственные, правда, какие-то ситуации у вас требуют вашего переосмысления и понять, как вы будете дальше действовать или взаимодействовать с конкретным человеком. Вот в основном так я вижу. Давайте достанем поясняющие карты. Это оракул Сибила. Очень старинная колода карт в плане того, что мы немножко отошли от тех значений, которые изображены. Ну и само изображение, оно тоже не менялось. Вот вам выпадает солдат. Ну, у кого-то меня люди смотрят из разных стран. Вот действительно есть какие-то, может быть, и военные действия на вашей территории. Или это вот условности, которые вы не влияете, вы их не можете изменить. Или есть с конкретным человеком контакты. Ведь если мы говорим солдат, пусть даже вы смотрите, когда вокруг вас, допустим, спокойная обстановка, но солдат это тот, кто живет по приказу. Это контакты с высшими чиновниками. Это с теми людьми, которые тоже по протоколу, может быть, действуют. И тут не важно, как вам человек относится. Есть буква закона, а у вас аркан справедливость. Или в рамках собственных возможностей, или в рамках тех полномочий, которые человек может что-то осуществлять. Вот будьте внимательны. Правда, могут быть какие-то контакты, и поэтому не ждать, может быть, от человека больше. Или от той консультации, если вы идете к кому-то, отправляетесь на консультацию к юристу, к адвокату, чиновнику, опять же, что он за вас что-то выполнит, сделает. Или вот прямо сразу произойдет какое-то прояснение. Прояснение произойдет, но в последующем какие-то ваши правильные действия или корректировка таковых. Вот такая подсказка. Но чего это все может касаться? Но я вижу с законом, правда, или с какими-то важными документами. Вот должно быть, знаете, я много об этом сказала, и карта подтверждает. Отчаяние какое-то. Вы не можете решить вопрос именно так, как вы этого хотите. И первый аркан туз жезлов нам и говорят, а он вот именно так и не может быть решен. И тут бесполезно упорствовать, тут договариваться нужно. И тут не время для отчаяния. Тут есть варианты, посмотрите, как взаимодействовать. Более того, еще какой-то вопрос по деньгам либо решить, либо даже продолжить, рассмотреть что-то новое. И у вас сейчас как фортуна на вашей стороне. А мы можем застрять в собственных мыслях или в каких-то догмах, в каких-то рамках. Если мы говорим по карте солдат, это приказ или какие-то рамки. А вот нет, тут все равно есть какой-то маневр. Ваша задача, мои дорогие близнецы, этот маневр не упустить. С чем это, какая ситуация может быть еще связана? А у кого-то эта ситуация по любви, встреча. Нужно мне встречаться или нет, отправляться на эту встречу. Или как найти человека, который мне, может быть, и прояснит, как мне нужно действовать правильно по закону. Ну, вполне вероятно и так. Но у кого-то это вопросы личной жизни. Давайте достанем карту совет, мои дорогие близнецы. Ну вот какое-то ожидание должно быть у вас прояснено. Что же вы ждете? С одной стороны, опять же, сюрприз, как фортуна. Но вот этот сюрприз, я вижу, его нужно переложить в реальность.
То есть иногда нам высшие силы дают, правда, какие-то возможности. Иногда мы даже случайно слышим какую-то весть или получаем, пусть любым путем, там, СМС, да, или через общение. И мы думаем: ох, как интересно, да, дай-ка я еще подожду, как тут ситуация сложится. Но, видимо, вот не до конца мая. Вам тут нужно самим определиться с чем-то, может быть, и адаптироваться, кстати, к чему-то, и новую стратегию, тактику разработать. Иными словами, чтобы вот это колесо фортуны, которое идет наверх, или вот этот сюрприз был использован по максимуму. Еще раз карту совет. Какой-то должен быть взаимно обмен. И я так вижу, продолжение следует. Если мы тут начнем что-то ломать, вряд ли что-то мы тут построим сразу определенно хорошее, потому что нет к этому пока на построение, ну, как сил, энергии или внешних каких-то обстоятельств, может быть, и так. Тут нужно именно разобраться по взаимодействию или по продолжению какого-то вопроса. Здесь именно в самом себе нужно отчасти разобраться, и причем однозначно некоторые, может быть, темы проговорить с конкретным человеком. Вот этот хамелеон. С учетом я уже теперь смотрю на карты оракула и на все карты остальные. Хамелеон, здесь, скорее всего, это применимо к вам самим. Это надо в себе уравновесить вот эти противоречия, мои дорогие. Не переносить вот это манипулирование на других. Это вряд ли пройдет, проскочит, проработает, профункционирует. Нет, тут мы можем упереться словно в какую-то стену. Есть правда и правда, истина какая-то, но это не время выносить вердикты. Тут себе, может быть, самому сказать, что да, вот есть какая-то правда, она сложилась именно так. Но есть, помимо этой правды, мои желания и есть еще реальность. И просто вот эти все три составляющие вам нужно в себе объединить. Договориться, мои дорогие, с самим собой. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые близнецы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.